Добрый день. Сегодня на территории гласности Алексей Петрович Кандауров, бывший депутат Государственной Думы и также бывший сотрудник КГБ. Здравствуйте. Еще человек, который работал в компании ЮКОС Москва. Все верно? Все верно. Хочу спросить вас сначала о вашем впечатлении. Вы довольно часто ходите на суд и были в этот вторник. Да. Я был, как раз допрашивали Юрова. Юрова трудно назвать чистым свидетелем, как выяснилось в процессе. Он еще вроде бы и обвиняемый, но до конца это выяснить не удалось, потому что, так сказать, прокурор активно протестовал против выяснения этого важного обстоятельства. Это финансист, директор банка Траст. Да, вот. Ну, владелец, можно сказать. Да. Принципиально в этом разговоре было то, что Юров фактически в той или иной форме подтвердил, что все операции, которые совершались через банк Траст, они все были легальными, законными, так сказать, и прозрачными, транспарентными. Но мои симпатии на стороне обвиняемых, потому что я с ними работал, я знаю, что ничего преступного они не совершали. Вот, я знаю, что и банк Минотеп, и в котором я начинал, и компания ЮКОС, ну, особенно компания ЮКОС, конечно, развитие шло, так сказать, по восходящей, это была самая успешная компания и абсолютно прозрачная. Сегодня, кстати, я в суде сегодня не был, но ехал, слушал «Эхо Москвы», и там был репортаж, сюда выступала сотрудница налогового управления ЮКОСа, и она очень четко заявила, что Ходорковский требовал при налоговой оптимизации строго соблюдать закон, и это я знаю. Что касается стороны обвинения, судьи, то я повторяю, я пытаюсь быть объективным, но, к сожалению, вот за прошедший год ничего членораздельного, вот, хоть отдаленно что-то напоминающее, так сказать, доказательства вины мне услышать не пришлось. Меня поражает, что сегодня такой уровень Генеральной прокуратуры. Это, конечно, меня и поражает это, и удручает чрезвычайно, потому что это очень страшно и опасно. И вот с таким уровнем представления о законности, с таким уровнем знания дела люди представляют фактически, так сказать, государственное обвинение, но это, конечно, ужасно. Можно представить, что делается по тем процессам, которые не находятся в фокусе общественного внимания. Вы работали в органах госбезопасности и не понаслышке знаете о работе следователей в Лефортовском управлении наверняка. Многие, кто является зрителем, ну так же, как и вы, говорят о том, ну, почти в один голос, что дело сшито белыми нитками. Не могли бы вы расшифровать, ну, хотя бы вкратце для наших зрителей, в чем, по-вашему, это выражено прежде всего? Ну, выражено это прежде всего в том, что предъявленное обвинение, оно не подкреплено никакой доказательной базой. Потом пошли свидетели, да, все думали, что вот сейчас свидетели что-то там, ну, я так не думал, но многие, так сказать, если почитать внимательно, так сказать, ответы Голубовича и вычленить принципиальные моменты, то все эти принципиальные моменты свидетельствуют о том, что никаких преступных действий ни Ходорковский, ни Лебедев не совершали ни лично, не отдавали никаких преступных приказов. Вот поэтому, ну, абсурдность, ведь прокуратура себя загнала в ловушку даже непрофессиональным предъявлением обвинений. Вот когда говорят «сшито белыми нитками», вот этот балаган, он присутствует как в тех подшитых бумагах, да, так и вот проявляется в свидетельских показаниях. Вот это вот и называется «сшить белыми нитками». Да? Вот эти документы, если свидетельствуют о чем-то, то только о невиновности людей, находящихся в аквариуме. Да?
Вот. В этом смысле буквы и документы ценны. Но с точки зрения обвинения они представляют такую же ценность, как пища и бумага, так сказать, вот пустая, незаполненная совершенно. Роль спецслужб в деле ЮКОСа, она существует? Ну, это как бы не секрет, конечно, она существует. Следствие имеет право, так сказать, следователь имеет право просить оперативные подразделения, чтобы было оперативное сопровождение любого следствия. Ну, это, так сказать, такая практика, она существует по любому делу. Другой вопрос, что была информация, что, так сказать, оперативное сопровождение на определенном этапе осуществляло ФСБ. Ну, когда арестовывали Михаила Борисовича в самолете, тогда этот захват осуществлял, ну, этот арест осуществляли сотрудники ФСБ. Ну, говорят, что да. Потом, значит, еще один момент. В 2007 году, если не ошибаюсь, по судебному решению Федеральной службы безопасности, там, за сопровождение каких-то горюче-смазочных материалов, там тоже, опять же, таки с ЮКОСа поимела 700 миллионов рублей, тоже иск. И вообще, если мы вспомним, то имущество ЮКОСа досталось очень много, досталось и Роснефти. Ну, не и, а в основном. В основном. Я просто вспомнила цитату Дмитрия Муратова, который сказал после убийства Ани Политковской, что в этом деле мы сразу стали свидетелем того, как спецслужбы начинают отрабатывать частные заказы и работать, что это бизнес, то есть использовать мощь государственной спецслужбы для интересов абсолютно определенных лиц во власти или где-либо еще. Ну, Роснефть не спецслужба, на самом деле, Роснефть нефтяная компания, да, но понятно, что она тесно связана, она государственная компания, понятно, что она тесно связана с властью, это не является секретом, вот, не является секретом, кто там председатель директоров, да, так сказать, это правая рука Путина. Ну, сейчас дело в суде, сейчас никто не должен обеспечить оперативное сопровождение. Ну, говорят о параллельном расследовании. Да, хотя есть, так сказать, еще, судя по всему, есть еще одно дело, которое, так сказать, расследуется. Я не исключаю, что в рамках этого дела оперативное сопровождение продолжается. Самое большое беззаконие, я считаю, это то, что многие юкосовцы сегодня сидят по лагерям, вот, многие где-то там пережидают ситуацию. Уехали, да. Вот, у многих очень, так сказать, не только у Михаила Борисовича, и у Платона Леонидовича, фактически изломана жизнь.